Здравствуйте, добро пожаловать на канал Queen Pop, окончательное обновление для поклонников BTS. Хотя появление BTS V на стадионе Доджер продолжалось 4 дня назад, был трогательный момент, который должен быть известен армии. Речь идет не только о его первых заклежичных или праздничных «Ура», которые заполняют стадион. Есть история, полная тепла, которая снова доказывает, почему Ким Тэхён, более известный как Стадия V, всегда называется символом доброты. Давайте рассмотрим этот незабываемый момент и посмотрим, как аура доброты Тэхёнга всегда сияет везде, где он есть. 25 августа 2025 года стал одной из самых запоминающихся ночей в Лос-Анджелесе. Стадион Доджер, который обычно является синонимом атмосферы бейсбольного матча, внезапно превращался в центр внимания мира развлечений, когда BTS вышел на поле, чтобы сделать церемониальный первый шаг. Одетый в специальную майку Доджерс, насчитывавшую 7, в сочетании с ярко-синими джинсовыми штанами и простыми, но элегантными золотыми аксессуарами, V, излучающий ауру суперзвезды, которая очаровала каждый глаз, который видел. Атмосфера была более живой, когда песня BTS «Mic Drop» повторилась по всему стадиону. Приветствия вспыхнули не только из армии, но и от обычной аудитории, которые могли бы впервые наблюдать за идолом К-поп, появившимся в спорте, который большой. Однако, как обычно, Тэхёнг не только очаровывает свою внешность. Он дал что-то большее, небольшое, но полное значение, которое оставило глубокое впечатление. За центром внимания стадиона армия, которая поддерживала BTS, особенно Таe Юнг, более 11 лет, наконец, получила золотой момент, который он никогда не представлял. Когда камера выделяла трибуны, Таe Юнг узнал лицо вентилятора. Представьте себе, что среди десятков тысяч людей на стадионе Ви смог вспомнить лицо армии, которая добросовестно поддержала его более 10 лет. С его теплой улыбкой он сказал: «Я помню твое лицо, армия». Это простое предложение заставляет фаната плакать эмоциями, в то время как фэндом по всему миру чувствует вибрации его эмоций. Обмен дарами, который следует, делает момент еще более эмоциональным. Поклонник дал специальную шляпу с именем Тэхён, который был аккуратно сшит, и взамен Ви снял шляпу Доджерс, которую он носил в ту ночь, а затем передал ее прямо к фанату. Не только шляпы, но и теплые рукопожатия, искреннее объятие и благодарность, которая такая реальная. Момент был сразу же вирусным в социальных сетях X, Instagram, TikTok, с миллионами армии, говорящих о том, насколько ценна доброта. Для армии они давно знали Тулус Ви. Но это взаимодействие является явным доказательством того, почему оно называется символом добра. В эпоху, когда многие художники держат свое расстояние от поклонников, Таe Юнг выбрал другой путь. Он не только признает существование поклонников, но и вспоминает их лица, уважая их лояльность и создавая воспоминания, которые будут вечными. Многие армии пишут в социальных сетях: это причина Тэхёнга по-другому. Он всегда искренен. Нет другого художника, который бы делает это для своих поклонников. BTS действительно особенный. Даже бейсбольная аудитория, которая изначально пришла, чтобы посмотреть, как Доджерс была очарована этим взаимодействием. Они называли Ви почетным гостем, который не только принес очарование к поп, но и представил редкую сторону человечества в спортивном мероприятии. Даже после того, как поле было закончено, Таe Юнг не сразу покинул поле. Он нашел время, чтобы приветствовать армию на трибунах, получить подарки, дарить подписи и позировать для фотографий. Он опирался на забор стадиона, внимательно уставившись на поклонника, как будто убедившись, что все присутствуют, почувствовали особый момент с ним. Даже спортсмены почувствовали свое очарование. Тэхён был замечен небрежно болтал с кувшинами, теллером глазнов и тепло приветствовал Шахей Отани. Улыбки и простые способы речи заставляют всех чувствовать себя комфортно вокруг него. Эта история становится все более трогательной, потому что Ви постоянно показывает, что он не только глобальная звезда, но и друг, который всегда рядом с людьми, ближе всего. Угар Скуат, Парк Сиаджин, Парк Хунг Сик, Чой Ушик и Пикбой часто делятся историями о искренности Таe Юнг в поддержании дружбы. То же самое было замечено по отношению к Джангкук и другим членам BTS.
Хотя теперь у них другой график, Тая Юнг и Джанкук все еще показывают сильное братство. Сам Джункук неоднократно говорил, что Тэхён был любящей фигурой, которая всегда знала, как заставить атмосферу чувствовать себя тепло. Вот почему и армия, и его друзья чувствуют ту же искренность от него. Потребовалось всего через несколько часов после мероприятия, фраза «символ доброты» сразу же стала тенденцией в разных странах. Global Media, включая официальный бейсбольный канал высшей лиги, делится видео Ви, бросая мяч, приветствует аудиторию и взаимодействует с фанатами. Но самым выдающимся является не идеальный бросок, а небольшое взаимодействие, которое заставляет всех чувствовать себя теплыми в сердце. Еще раз мир свидетельствует о том, как BTS через Тая Юнг строит связи с фанатами не как формальности, а как настоящую дружбу, основанную на взаимном уважении. Теперь, после этого исторического момента, ожиданий становится больше, ожидая возвращения BTS, запланированного весной 2026 года. Армия не может дождаться, чтобы увидеть 7 членов, включая Ви, снова объединенные на сцене. Если появление Тая Юнг на стадионе Даджер можно использовать в качестве показателя, одно можно сказать наверняка. Он не только продолжит делать историю, но и всегда покажет, что доброта является незаменимой его частью. Момент на стадионе Даджер является напоминанием о том, что иногда вещи, которые делают художника действительно любимым, не являются большими достижениями или потрясающими записями, а небольшими жестами, полными искренности, рожденных от сердца. Тая Юнг доказывает, что, хотя он является глобальной суперзвездой, он все еще может заставить одного поклонника чувствовать себя виден, ценным и любимым. По этой причине армия остается верной на своей стороне более 10 лет. Это причина, по которой Угар Скуат, Джанкук и другие члены BTS всегда чувствуют себя близко к нему. И это причина, по которой мир влюбился в Ким Тэхён, символ доброты. Ночь на стадионе Даджер, возможно, закончилась, но история Ви и его доброты будут продолжать жить в воспоминаниях всех тех, кто свидетельствует или слышит это. Для некоторых людей это может быть только короткое взаимодействие в середине бейсбольного матча. Но для армии это символ истинной любви, напоминание о том, что отношения между BTS и поклонниками — это не просто облигация кумира, но и дружба, которая существовала более 10 лет. Тэхён снова доказал, что где бы он ни находился, на сцене, в военных казармах, с отрядом Вуги, с Юнгкуком или с другими членами BTS, он всегда приносил тепло, которое заставляло людей чувствовать себя близко к нему. Он не только глобальная звезда, но и искренний человек, который делает доброту как свой универсальный язык. Вот почему даже через 4 дня после этого исторического момента история символа доброты все еще обсуждается, все еще распространяется и все еще вдохновляет. И для армии во всем мире они знают, что, пока существует Ви, всегда есть причина улыбаться, чувствовать себя любимым и верить, что добро может изменить мир.